Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в этом видео у меня будет разбор вот такого очень простого узора из магазина Shine. Этот свитер довольно легко связан, здесь нет ничего сверхсложного. Резинка и фактурный узор со сменой лицевых и изнаночных петель. Узор этот очень простой, но в то же время фактурный, рельефный, эффектный и отлично подойдет для тех, кто только учится вязать спицами и умеет вязать только лицевые и изнаночные петли. Раппорт этого узора 4 петли, поэтому для вязания этим узором я набираю число петель кратное 4, плюс 2 петли симметрии и плюс 2 кромочных. И таким образом просто число петель кратное 4. Можно вязать без петель симметрии, пожалуйста. Я набрала 16 петель. Первый ряд узора. Кромочную снимаю, не провязывая. И дальше чередую следующим образом. 2 лицевых, раз, 2, 2 изнаночных. Изнаночные делаю классикой. Вы делаете так, как вы привыкли. Снова 2 лицевых, раз, 2 и снова 2 изнаночных. В общем, это и будет раппорт этого узора. Повторяю так до конца ряда. Снова 2 лицевых, раз, 2 и 2 изнаночных, раз, 2. Заканчивается этот ряд петли симметрии 1 кромочная. 2 лицевых, кромочную вяжу лицевой. Это был первый ряд. Дальше второй ряд узора, изнаночная сторона. Второй ряд вяжется по рисунку, то есть изнаночные, которые я вяжу в узоре, я вяжу изнаночными, лицевые, которые я вяжу в узоре, вяжу лицевыми. Итак, первую кромочную опять снимаю, не провязывая, и вижу, что у меня идет 2 изнаночных петли, и вяжу их изнаночными. Опять-таки, я напоминаю, я вяжу классикой, можете вязать бабушкиными. 2 лицевых и опять 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных и опять 2 лицевых. Ну и заканчивается этот ряд опять петли симметрии. Их вяжу 2 изнаночных, раз, и вторая петля, 2. И кромочную. Кромочную я делаю лицевой. Вы же можете вязать кромочную так, как вам удобно. 2 ряда готово. Третий ряд, лицевая сторона. И здесь меняется узор. Там, где были лицевые, делаются изнаночные. Там, где были изнаночные, делаются лицевые. Можно даже не запоминать схему этого узора, просто смотрим на рисунок. Итак, по рисунку идут 2 лицевых, значит их вяжу изнаночными. Раз, 2. Дальше по рисунку идут изнаночные, их вяжу лицевыми. Раз, 2. И опять 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. Петли симметрии, 2 лицевых, 2 изнаночных, точнее, извините. Так, и кромочная. Кромочную делаю лицевой. Это был третий ряд, ну и теперь четвертый ряд. Четвертый ряд — это опять изнаночная сторона. Кромочную снимаю не провязанной и работаю по рисунку. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Ну и если я вяжу довольно быстро для вас, то на YouTube есть специальный
инструменты, которые помогают либо ускорить видео, либо его замедлить. Вот, это был раппорт в высоту 4 ряда, то есть раппорт в ширину 4 петли и раппорт в высоту 4 ряда. Дальше возвращаюсь к первому ряду и повторяю этот узор на нужную высоту. Ну вот, я связала небольшой образец. Вот такие получаются квадратики, ячейки. Одна сторона это лицевая, хотя изнаночная здесь точно такая же. Видите, классный узор для двусторонних вещей. То есть это шарфы, это может быть какой-то плед, одеялка. Кстати, у меня есть, что я вам все шайн показываю, у меня есть таким узором связанный плед. Этот плед у меня связан на довольно тонких спицах, 3 мм, из тонкой полумериносовой пряжи. И примерно он 1,5 метра на 2 метра. Вязался он достаточно долго, наверное, полгода, если даже не больше. И связан этот плед точно таким же узором. 2 на 2, и через один ряд этот узор меняется 2 на 2 в противоположную сторону. Такая шахматка получается. Надеюсь, что вам понравилось это видео, что оно было для вас полезно. Надеюсь, что вы оцените своим большим пальцем вверх мою кропотливую работу. Спасибо за внимание. Пока-пока.